А вы когда-нибудь задумывались, из каких эпох персонажи ДСП? Если что, это всего лишь мои догадки, а не подтвержденные факты. Возможно, Клей Entertainment это уже где-то официально раскрывали. Также вы можете поделиться своими теориями по этим персонажам в комментариях или опровергнуть мои. Давайте начнем с Максвелла, также известного как Уильяма Картера. Его ключевой год это 1906. Почему именно этот год? Потому что именно он является поворотным моментом для всех событий вселенной Don't Starve. В тот период Максвелл спал в Сан-Франциско 18 апреля 1906 года. И именно тогда тени забрали Максвелла вместе с Чарли в Константу, что и спровоцировало землетрясение. Поэтому именно эту дату можно считать отправной точкой всей временной линии констант. Таким образом, 1906 год мы берем как основной якорь начала событий всей вселенной. Теперь давайте начнем с Уилсона. В одном из синематиков была машина. Так что это отталкивает года до 1890-х. Потому что тогда машины не были такими обширными. Были прототипы, но сами по себе они почти нигде не использовались. После 90-х годов машины уже были популярными изобретениями. Также в доме у него было радио. А радио, которое передавало сигнал, появилось в 1900 году. В те времена большинству была очень интересна сама наука. А Уилсон как раз занимался алхимией, техникой и наукой, но не совсем удачно, как это демонстрируется в синематиках. Помню, что первый был Максвелл, а это значит, что Уилсон уже пережил 1906 год. Сам Уилсон живет где-то на севере США или в Канаде, потому что он живет в каком-то еловом лесу. Чуть южнее сами ели были редкими. Можно сказать, что Уилсон забрали немного позже, 18 апреля 1906 года, или на несколько лет позже, где-то в 7-10-х годах. Вполне возможно, что Уилсон был похищен даже раньше 1906 года, поскольку константа может существовать вне рамок времени реального мира. Однако, подобное вмешательство неизбежно вызвало бы эффект бабочек, так что на данный момент это скорее теория, чем подтвержденный факт. Ребят, очень важное сообщение вам. Короче, я создаю свою игру и хочу поделиться ею. Если вам интересно, то можете посмотреть трейлер на другом канале или просто перейти по ссылке на игру. Краткое описание. Ты играешь за свечу и проходишь через препятствия. Твоя задача ни в коем случае не прикасаться к стенам или другим опасностям, а иначе потухнешь. Сейчас игра в демо, и создаю я полностью ее сам. Вебер, возможно, попал в константу позже Уилсона, потому что его череп можно найти уже в убитом пауке и закопать в могилу в оригинальном Don't Starve. Хотя он мог попасть, когда Уилсон уже был там, а затем умереть. Эта теория кажется мне немного фиговой, если честно. Хотя, мне кажется, это геймплейная механика, а не лор. Также нужно посмотреть на седину Ваксов в синематике Вебера. Во время землетрясения 1906 года у него не было видно сильной седины. Но в синематике его седина уже полностью покрывала голову. Значит, что можно добавить пару лет. Где-то его забрали во время 10-13 годов. Хотя могу ошибаться. Ребят, сорян, мог сказать фигню. Короче, я забыл учесть, что в обычном Don't Starve константа это мультивселенная. И череп это уже и лорная часть. Типа, что она могла попасть к персонажу случайно. Короче, знатоки пусть объяснят сами. Теперь продолжим с Уикерботом. Когда Макс активнее забирал персонажа в константу, прошло много времени. Тогда Максвелл и осознал свою ошибку и пытается спастись с помощью других выживших. Максвелл в своем репертуаре дал бесконечные литературные знания бабушке и отправил ее в константу. Могу заметить, что Уикерботом уже знал Максвелла. Походу в той же самой библиотеке, когда Уильям Картер нашел эту книгу и забрал ее. Возможно, Уикербот попал в константу позже выбора, но это тоже не факт. Мы не видели там Вакстафа или других подсказок, когда она попала в константу. Мне кажется, в 13-18 годах или даже раньше. Уиллоу точно позже Уикерботом. Потому что она сожгла библиотеку, а это значит, что она попала в константу после Уикерботом за сделку. Или ее забрали за пару дней после этого. Такой же самый год, как Уикерботом. Уолтер, самый поздний персонаж. Он скаут, это движение появилось в 10-х и начало 20-х годах. Форма у него выглядит как классическая форма бойскаутов. Также нужно учесть его цвет кожи. Так исторически сложилось, что чернокожих в Америке долго не принимали, и возможно он смог присоединиться к бойскаутам, где уже принимали чернокожих. К сожалению, так сложилось исторически, что чернокожих угнетали, и этого я не поддерживаю. Он попал в константу точно в 20-х годах или позже. Также могу рассказать и про Вуди.
Я уверен в том, что он точно попал в константу до Уолтера. Как мы видим в синематике с Уолтера, у него на листочке был нарисован бобр. Также Вуди был в константе, когда было правление Максвелла. Так что это скорее всего ближе к 10-16 годам. Могу еще сказать, что Бобротень это легенда, которая могла появиться вне констант из-за превращения во время полнолуния. И поэтому, возможно, Уолтер искал этого самого Бобротня из-за любопытства. Также посмотрите на его форму лесоруба. Такая форма была популярна в начале 20 века. Его клетчаткая рубашка стала популярна в 1914 году. И его топор выглядит как классический волочный топор начала века. Это те времена, когда дровосеки лесов в Северной Америке стали героями фольклоров. Он мог попасть в константу в 1914 году, или чуть раньше, или чуть позже. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я старался сказать что-то от себя, опираясь на лор, который я немного знаю. Также, если интересно, вы можете зайти на мои стримы. Если что, ссылка в описании.